Автомобиль ВАЗ-2109, карбюратор, стал потреблять больше топлива, намного больше. Примерно на 100 километров где-то литров 15. Отсюда возникает закономерный вопрос: в чем же может быть причина? Прежде чем мы посмотрим простейшие возможные варианты причины этой неисправности, большого потребления, увеличенного, точнее, топлива, необходимо снять воздушный фильтр и посмотреть на сам карбюратор. Итак, сняли воздушный фильтр. Далее мы посмотрим простейшие возможные причины потребления большого количества топлива. Первое, что посмотрим, это воздушную заслонку подсоса, которая есть только в карбюраторных автомобилях. В инжекторных она не предусмотрена, так как все там процессы происходят автоматически. Так вот, заслонка должна стоять строго вертикально, когда подсос закрыт. Когда подсос полностью открыт, заслонка должна быть полностью закрывать всю площадь данного отверстия в карбюраторе. Так вот, проверяем, что подсос закрыт в салоне и заслонка стоит строго вертикально. Также это можно определить по повышенным оборотам при езде на нейтральной скорости. Следующая возможная причина, которая, кстати, была у меня, это магнитный клапан. Именно он и являлся причиной повышенной потребляемости бензина моего автомобиля. Магнитный клапан имеет жиклер под 41 номером, а также на магнитном клапане есть резиновая прокладочка. Вот она. Здесь она уже порвана. Именно поэтому был подтек бензина и подсос воздуха под клапан. Поэтому машина жрала много бензина. Что было сделано? Во-первых, взял новый магнитный клапан, так как не нашел ремкомплект с резинкой. Взял жиклер 41 номера. У этого жиклера есть ножки, которые вставляются в сам магнитный клапан. Их необходимо раздвинуть немножечко отверткой, чтобы он плотно вставлялся в клапан и не выскакивал. Берете отверточку и раздвигаете ножки клапана. Вот они здесь хорошо видны. Далее вставляете его в магнитный клапан. Сейчас я это сделаю и продолжим. Жиклер на месте, магнитный клапан готов к установке. Резиночка здесь новая, да? На новом магнитном клапане. Далее нам необходимо проверить, рабочий или магнитный клапан. Зачастую в магазине часто попадаются неисправные магнитные клапаны. К сожалению, это так. Чтобы его проверить, снимаем клемму, одеваем ее на клемму магнитного клапана, включаем зажигание в салоне автомобиля. Не заводим, а просто зажигание включаем. И сейчас покажу, что дальше. Включил, клемму одел и дотрагиваемся до корпуса карбюратора, к примеру. Вы слышите характерный щелчок. Это значит, что магнитный клапан рабочий. Далее закручиваем
магнитный клапан на его посадочное место. Чисто от руки, ключом тянуть не надо. Так как если вы перетянете, вы не получите желаемого результата и оборотов у вас не будет в автомобиле. От руки завели, если нужно, автомобиль и ловите рукой тот момент, когда он будет нормально поддерживать обороты холостого хода. Все это показывать я не буду, потому что это индивидуальный процесс. Также самое важное, что закручивать, конечно же, от руки, но чтобы не было подтеков и подсоса воздуха. Иначе ваша работа будет бесполезной. После этих всех процедур автомобиль перешел обратно к нормальному режиму потребления топлива, и проблема была устранена. Значит, скажу, что не менее важно, что проблема может быть еще глубже. Потребление большего количества бензина. Ну, мы рассмотрели те возможности, которые можно устранить своими руками простым способом. Если вам помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.